Просто слышите? Нон-стопом. Блин, тут болото такое под ногами еще. Фукусима. Самая ужасная ядерная катастрофа современности. Вы когда-нибудь задумывались, что скрыто внутри одного из самых опасных мест в мире? Дозиметр разрывается. Фукусиму сравнивают с Чернобылем, но правда в том, что радиационный фон здесь выше, а значит и опасность совсем другого уровня. Но радиация не единственная проблема. Мы каждый день удираем. В красную зону попасть не так сложно. Сложно остаться непойманным, потому что она под постоянным контролем. Патрули, полиция, ликвидаторы. Их задача, чтобы никто не увидел, что здесь происходит на самом деле. Но мы зашли дальше, чем планировали изначально. Здесь не любят говорить о реальных последствиях этой катастрофы, и тем более показывать их. А значит, есть только один способ узнать скрытое. Пробраться туда нелегально и увидеть все своими глазами. Кот, ты уверен? Люди должны знать правду. Для нас это вызов и то, ради чего мы прилетели в Японию. В прошлой серии Толян с Криосаном подумали, что спалились на датчике движения, но я им объяснил, что крайне маловероятно наличие здесь чего-то работающего. Развеял их страхи, и мы наконец-то встретились, после чего наткнулись на еще один такой же датчик, где я показал все наглядно. Это Оптекс, радиоволновой датчик. Это у меня, грубо говоря, радиозабор. Но я предполагаю, что это остатки от предприятия. Он очень сильно зарос, он сейчас просто физически не может нормально работать. Разобравшись с датчиками движения и окончательно убедившись, что за фабрикой уже давно никто не следит, мы направились внутрь, исследовать помещение и выяснять, что же это было за место. Что тут было какое-то оборудование стоит. Что здесь то ли производство какое-то было, то ли непонятно. Томи Ортодонтик Продукс. Стоматологическое оборудование какое-то. Кабанов боюсь. Опа. Каждый раз так это пугает, настораживает. К этому даже, мне кажется, сложно привыкнуть. Но тачки, которые, видимо, этой компании принадлежали. А видите, как их природа уже пожирает. Honda и Honda. Две Honda. Кстати, дверь открыта. Ох, какая, смотрите-ка. Деревяшечка такая прям. Куда деваться, красота. Ну и паутина, паутина, паутина. Наша уже столь привычная. Здесь везде паутина. Продвигаемся потихонечку дальше. Я уже по традиции иду впереди. Собираю, блин, всех пауков и высматриваю фотоловушки. Судя по количеству паутины, которая прямо через дорогу растет, здесь никто не ходил очень давно. Проход в дальнее здание. Пойдемте туда сходим. О-оу. А вот это уже внизу хрюкал кабан. Парни, не хочу нагнетать. Возможно, меня жестко глючит. Но, по-моему, я слышал хрюканье в этой низине. Возможно, глючит. Потому что было так вот, типа, Хрюканье? слегка так. Прям как будто он, типа, чуть-чуть закопошился. Это не шутки, давай зайдем в здание. Ты понимаешь, проблема в том, что снизу как раз выбит залаз рот до кабана, а с той стороны вообще дверь вынесена. Так что, не знаю, кабаны их выносят, но в здании мы от него не спрячемся, если он за нами побежит. Это не шутки. Либо заходить в здание и искать, где закрывается дверь. Ну, какую-то преграду ему создать. Хотя кабану какую-то преграду создашь. Ну да. Но на второй этаж он же за нами не побежит. Ну, я надеюсь, что он вообще за нами не побежит. Я тоже. Вот там где-то.
Воняет не... Ты что делаешь? Ничего. Ты так, типа, Пол проваливается. Нет. Ты меня высадил. Ничего не случилось. Просто Блин, у нас уже просто эмоции, нервы на пределе, поэтому мы постоянно слышим всякие звуки. Просто зона здесь. Это как один большой охраняемый объект. Смотри, там может быть кабан. В рамках целой области. Думаешь, зашел и закрылся? Не беспокойте меня. Ну да, тут было типа производство. Ну не типа, а производство приблуды для стоматологических клиник. Ой. Я думал, дверь правее просто. Пневмобластер. Что это за аппарат, как думаешь? Fiber Optic Light Source. Типа. Тихо. да. Это ветер, скорее всего. По крыше ходит, может быть, птица по крыше ходит. Да, это же Кабаны по крыше. Блин, почему такой нервяк? Как кто-нибудь сможет сказать? У меня не было такого нерва. Это потому что кабаны это не шутка. Кабаны это не шутка, но тут прям что-то очень напряжно. Что, кстати, по радиации? Здания многовато. Для здания многовато, да, но в здании 30-очка, типа, это нормально. Ну, вы должны понимать, что это внутри здания, где, в принципе, частица не попала. Поэтому фон прорывается с улицы прям. Ну, смотрите, подходим к выходу, сразу красненьким заморгал. И фон начинает расти. Вот на выходе уже 116, 120, 130, 150. Извини, мистер Паук. Но я порву твою паутину. Типа очаги вот в разных местах пробую. Видишь, уже 170. 170, 160. Вот там, где, ну, короче, когда дождь грязь смывает. Ого! Что? Ё-моё! Ни хрена себе, 490. 500. Это очень много. 500? 500, да. Видишь, сюда частицы как раз смывало дождем. И они там сконцентрировались. О, я вижу там оборудование какое-то. Блин, мы находимся в месте, где работали с особо опасными химическими веществами внутри зоны загрязненной радиацией. Место более опасного на этой планете, мне кажется, придумать сложно. В общем, здесь два практически однотипных здания рядом. Что логично, это два производственных цеха этой компании, которая делала оборудование для стоматологии. Тут прям даже деньги бросили. Вот это реально деньги. Не, деньги не фонят. Можно брать, называется, да. Но мы ничего не берем, даже деньги. Вот, блин, в здании 30-ка. На улицу выходишь и начинается веселье, блин. Сейчас чуть-чуть переведем дух и двигаем дальше. Идем сложным путем. Будем действовать правилам. Чем сложнее, тем безопаснее. Уже глючит, что дрон летит. После стоматологической фабрики мы вышли из этого участка красной зоны снова в зеленую, где нас подобрал наш водитель и Влад, который снимал свои объекты в другом красном участке зоны. Мы собрали рюкзаки с запасами воды и еды, потому что впереди у нас был самый сложный и самый главный объект, ради которого мы вообще ехали на Фукусиму. Центр атомщиков, где находились пульты управления атомной электростанцией. Путь туда был непрост, но маршрут был намечен и нас уже было не остановить. Собравшись силами, мы вновь забросились в красную зону для финального рывка. Ого-го-го. Ребята, смотрите, куда мы вышли. Кладбище техники, которые составили сюда машины, которые фонят. После катастрофы, после землетрясения, видите, какие-то уже побитые. То есть на них падали обломки зданий во время землетрясения, может быть, какие-то столбы. И вон их там понаставили целую кучу.
Прям кустами уже заросли, некоторые даже сразу и не видно. Мы их посмотрим, насколько сильно они фонят. Смотрите. Что, сколько? Сколько? До 700 доходило. 500, 600, 700. Вот тачка фонит. Чтобы вы понимали, в Москве 13. Здесь 700. Это прям свалка, радиоактивная свалка. Вот мешки с грунтом. И вот, кстати, черный. Что это такое огорожено? Ковш, блин, как в Чернобыле, не? Ковш. Давай ковш сначала, давай. Блин, ни хрена, он просто, слышите? Нон-стопом. Блин, тут болото такое под ногами еще. Ну что, флешбеки чернобыльской. Одно из тех мест Чернобыля, которые я так и не снял. 200, 100, наоборот. 100, да, он наоборот не фонит. То есть Чистый стол, он чистый. им говно радиоактивно не убирали. Нет, здесь это, видимо, насыпали, это все ерунда. Цифру вслух называй. 2600, 0,55. Внутри, наоборот, не фонит. Смотри, ну ее накрыли резиной. Он в пакетах, да, но его специально. Реально. Ну, видимо, его просто накрыли. Ну не зря же эта штука так Что там накрыта. чисто. Наоборот, вот знаешь, такое чувство, что грязная зона вот здесь. А вот эти пакеты померь. Никто нас не спалит. Ну, не должны. Нет, там тоже чисто. Какие-то фонят побольше, какие-то поменьше. Вот смотрите, Форестер турбовый, трушный GDM, карбоновые вставочки такие. Тут противотуманки. Honda RSZ. Это типа нашего аккорда, только сарай. Наверное. Ну, по форму, по крайней мере. Не знаю. Могу ошибаться. У японцев тут вообще относительно другой рынок. Вот это смотрите, как вросла тачка. Прям просто стоит в болоте. Гниет. Ну, гниет и гниет. На вечной стоянке. Блин, тут просто продираешься. И тут он просто тупо разобранная тачка. Он Форд в кустах стоит. Вот тут он. А там еще. Тут, да тут весь лес заставлен. Ё-моё. Ничего себе. Ребят, пипец, дозиметр разрывается. Ни хрена себе, 880, ребят. Вы видите? За 1000 уходит. Там стоит пожарная машина, которая тушила станцию. Серьезно? Она, видимо, заросла больше всех, вон она в кустах. Я даже сначала не понял, что это пожарная машина. Ага. Она вся уже поросла травой. Прикол. И надо проверить, насколько она фонит. Потому что Пойдем если проводить посмотрим. аналогии с чернобыльскими пожарными, там прям должно быть хорошо. Пожарная машина. Она уже просто заросла травой. Она здесь, скорее всего, стоит с самого начала. Она, скорее всего, станцию тушила, потому что она сильнее всех заросла. 400 уже рядом с ней. 477 рядом с ней. 500. 530, 560. 550. Я думаю, гидранты надо померить. 340, не, ну тут поменьше. 400. А трубу смотри. А, рукава. Надо постоянно ходить. Нет, нажми на кнопку. А передняя дверь? Слушай, ну тут походу трава именно фонит. Я вот к земле прижимаю. Смотри, 500, 600, 700, 800, 900. 1000 еще. Есть 1000, была 1000. Была кратковременно. 1000 микрорентген. По воде, может, частица где-то рядом валяется. Ни хера себе под нами. То есть под нами тупо земля фонит. Нет, 1000 это пипец. Давайте валим отсюда нахрен с этой парковки. Вот была 1000. Валим отсюда. 1060 это очень много. Ботинки придется долго отмывать. Потому что нас в аэропорту по дозиметрическому контролю не пропустят. 300. Ну, тачки так фонят. Чуть, ну, фигня, в 10 раз выше нормы. Нет, смотри, 300 это в 10 раз. То есть в 30 раз
примерно превышает. Фон в 30 раз выше. В 30. Норма. Выше нормы. Даже в Чернобыле не везде такой Да, фон да. можно найти. Далеко не везде. Далеко не везде. Ну мы в красной зоне, пацаны, что? Самое, что ни на есть. Что, пошли дальше? Краснее некуда. Скоро жопа у нас светиться начнут. Главное, маме не показывать, чем я занимаюсь. Антош 40 лет. Я думаю, что здесь был выброс, и он осел на этом грунте. Ну, да, сюда явно попало что-то. Именно на грунт попало. Ну, блин, пацаны, мы от станции, тут меньше километра до станции. Меньше километра до станции, охренеть. Опять? Ну, земля, не, ну 400, максимум 500 Да. земли здесь. 400, да, а возле пожарки было 1000. Ни хрена себе. Видите, Влад там аж залип на такой радиации. Влад питается радиацией, он и жрет. Сначала он покушает, и мы дальше двинемся. Позавтракает радиация. Да. Просто, если кто-то не знал, у Влада 13 походов в зону, он уже дитя зоны, полумутант. И ему вот для жизни, просто вот для существования радиация нужна, он ее впитывает. Вот так вот. Поэтому он там обряд с землей радиоактивной делает. Смотрите, там ниссанчики вообще прям как новенькие стоят. Вон там крузак прям. Давайте крузак посмотрим. Ну, нормально. По Москве будет кататься. Не бит, не крашен. На бампера нет и фар. Ну, скорее Неужели всего, кто-то разбирают их на запчасти? снимает. 159, кстати, вообще Ой. почти не фонит. Она открыта. О, кстати, а внутри? Как она Антон, внутри? Антон. Да, что сохранилось. О, у него крыло вломано. Не, вот там есть открыто прям следующее. Плесенью, конечно, порос Nissan уже знатно. Да, красная зона, это вам не шутки. Ну что, нормально не ощущается пока никаких последствий радиации? Ну, у меня ощущается не последствия радиации, у меня ощущается, видимо, от усталости. У меня очень сухо во рту. Ага. И последствия радиации. Но металла на языке не чувствуется. Ну, Как говорится, наши, выведем радиацию чуть-чуть. да, наши легендарные кружечки добрались. Кружка хрущевка и кружка шпанелька. Заказывайте. QR-код, ссылка в описании. О, слушай, в зоне аж вода вкусней. Это потому что это из наших кружек, потому что от нее реально приятно пить. Вот реально приятно пить. Ну, кстати, да. Сколько ты измерил, Сань, в полете, на самолете? Там 200? Ты знаешь, по-разному. 200 Зависит от того, насколько далеко от экватора. Чем ближе к экватору, тем меньше, чем ближе к полюсам, тем Ну, выше. сколько максимум было? 200? А сколько мы намерили? По-моему, 200? 230 у тебя было в виду. 230 Что-то максимум, да. такое. Ну, как бы, блин, здесь везде такой фон, 230. Мы это нормой считается. Ну, считайте, что мы очень долго, 3 дня летим на самолете. Так, ладно, короче, мы здесь все отсмотрели. Ну, а нам надо вдоль вот этой горы. Вот тут это какая-то лэпка. Короче, нам вон туда надо, через эти кусты, проламываться дальше. Очередной день над японской зоной отчуждения близился к концу. Наш заброс к пультам в центре атомщиков был намечен на раннее утро, потому что именно утром активность охраны этого места минимальна. Мы уже привычными лесными тропами пробираемся к промежуточной, но оттого не менее интересной точке на нашем маршруте. Заброшенное казино неподалеку от финальной цели. Мы сложили рюкзаки в лесу недалеко от здания, на случай, если придется снова бегать. Дождались темноты и пошли в казино. Как бы странно это ни звучало, но именно там мы решили скоротать ночь. Кот чуть вперед ушел, мы сейчас ищем место, где можно залезть. Ну я ж не вижу, ну что? Уверен? Что там проход внутрь есть? Уже прям в непосредственной близости от самой станции. Мы сейчас тут прям на диком палеве находимся, еще немножко погода подпортилась, уже очень сильно темнее. Мы сейчас попробуем посмотреть, что здесь внутри. Это просто нереально. Дай. Нет, все чисто, повернись передом. Все нормально, нет никого. Короче, кот влез мордой в паутину с пауком.
морды паутину с пауком, а прям вот паук вот так. Так, давай палку возьмем вот какую-то впереди, хотя бы перед собой пауков сбивать. Потому что здесь их много может быть еще. Ни хрена себе! Смотрите, тут прям деньги валяются, вернее жетоны эти. Охренеть! Вы только на это гляньте. Это же казино. То есть здесь было казино. Часть автоматов уже как будто бы выгрузит. Мне кажется, к адреналину, такому адреналину невозможно привыкнуть. Это просто что-то с чем-то. Возможность, вероятность того, что тебя сейчас в каждый момент могут взять за задницу, просто... Это нелегальное казино. Японцы Ты очень думаешь, любят, чтобы мы нелегально? это У них показывали. нельзя? Они хитрую схему придумали. Я читал за это. То есть, типа, он Они типа замаскирован был? продавали за деньги жетончики, но на самом деле их можно было до хрена использовать. Они их использовали, ну, реально на деньги. А что за шары? Я не знаю, какие-то шары металлические, как подшипники. Да уж. Тут какие-то разобраны уже они. Частично. Вендинговый автомат. Ты что, жрешь, что ли? Да. Как они могут жрать в такой ситуации? А что это за серп и молот знак? Что он может означать? Да, серпомолот. Это А что это вообще? цубами. Это, короче, ласточка изображена, по идее. А, цубами? О, колы. Кто хочет колы? Что, попробуем? Ты хочешь попробовать колы? Хочу, конечно, полная кол. Влад, Какого хочешь года? попробовать колы на камеру? Какого года? Нет, снизу, смотри. 12-й год. 12.01. Кто выпьет потом? Кто готов выпить? Не, я Выпьешь? я пить не буду. Давай, я попробую. Ого, Ну, она пахнет это ядер кока-колой. кола из Fallout, ребят. Да, ну-ка кола. Слушай, нормально пахнет. Владос, ты отбитый. Кола из Фокусимы. Она немножко Что, я фонит. тоже попробую. подожди, давай ее сначала померяем чуть-чуть. Да, дозиметром померяю. Именно ее. 16. Можно. Ну, типа нормально. Ну, оно ж бету не ловит. Частица. Вдруг там альфа зашкаливает. Ну как? Щупальца из лица выросли. Ну вообще, что она себя представляет? Кока-кола. Нормально? Не испортилась? Какого года? Санкционочка 2012 года. Нормально. Кола, прикиньте, 15 лет валялась где-то Качество. в Фокусиме. Может, раньше с Алтеки было... Толяныч тоже. Прям покажи. Кола по ГОСТу была. Это что сейчас? Давай посмотрим еще раз. Не, ну народ, вы знаете, я не из этой движухи, это не мое такой фигней заниматься. Ты не будешь такой фигней заниматься, да? И, конечно, нет, я что, дурак, что ли? Не, мне кажется, просто колу изготавливают из такой химии, что она даже за 15 лет не разложится. Газов стало меньше, чем в оригинале. а Просочился Вообще газ. никакой разницы не Никакой почувствовал. разницы абсолютно. Может, раньше меньше газировали? Ребят, кола с Фокусимой. Плюсы того, что с нами человек, который знает японский язык. Я зашел в офис этого заведения и нашел такую папочку, где ведет статистика по автоматам. И в каждой папочке по 4 автомата ведет статистика. И там суммарно из всего то, что я понял, первое, то, что доход 4 автоматов за один день работы приносит суммарно 300 тысяч йен грязными. 300 тысяч? Примерно 4 Сколько это в автомата. долларах примерно? На нынешний курс это где-то 2000 долларов. 150 тысяч рублей. 4 автомата 2000 долларов Да, в день. а я здесь, не знаю, 1000 этих автоматов. То есть, понятно, что это грязный доход, но тем не менее, если посчитать все автоматы, можно примерно прикинуть, сколько это заведение делает за день. Миллионы за день просто. Да. Охренеть. Но также им, конечно, нужно платить налоги, то есть также нашел книжку, которая, как сказать, регулирует такие заведения, то есть это бордели, такие вот казики, то есть игровые автоматы. Для них есть отдельный закон, отдельная папочка такая, где там пишется, типа, что и как можно делать, а что и как нельзя делать. Тоже было, наверное, занимательно. Ну, короче, это казино, да. Да, казино полностью. Легальное казино. Блин, такое ощущение, как будто здесь кто-то есть. Кроме нас. Это дождь пошел? Слышь? Походу, да. Ну, вряд ли это полиция. Ну, а что так может шипеть? Да, да. Это дождь, Это дождь. Крыша бьет. Я Да. только что наружу высовывался, там нет дождя. Это просто какой-то... В смысле нет дождя?
Я только что проверил, говорю, что это за звук? Вы все просто в полном игноре. Я на улицу высунулся, там тишина. То есть это звук, как будто кто-то здесь. Там крыша. Больше всего на самом деле пугает, напрягает, точнее, то, что в это место один вход, соответственно, один выход. Поэтому, если нас будут ждать на выходе, это будет проблема. Мы не сможем выброситься с другой стороны, потому что оно со всех сторон заколочено. Это, конечно, с одной стороны плюс, то, что нас не видно снаружи, ну, вроде как не должно быть видно снаружи. С другой стороны, это плохо, что единственная дырка, откуда можно выйти. Здесь окно открыто, блин, и там дорога, ни хрена мы палимся. Это окно. Офигеть. Ребята, я думаю, надо отсюда по-быстренькому сруливать. Кажется, машина. Нам надо выходить, сейчас приедут. Казино — это то, что у нас здесь сейчас происходит. Народу до хрена. Давайте выбрасываемся отсюда. Давайте выбрасываться. Полиция, народ, полиция. Она сюда поворачивала. Да ладно, Сюда. надо валить. Блин, мы только выбросились. И проехал. О, смотри, какой зарево фонарями. Это была не полиция, а постоянно шугающий нас патруль, подробнее про который я рассказывал в прошлых сериях. Честно говоря, мы были уверены, что они не патрулируют зону ночью. Его наличие было для нас очень большим сюрпризом, который добавлял адреналина и опасности. В этот раз обошлось. Короче, пацаны забросились. Надо через телефон смотреть, есть ли камеры. Смотри, нету. Вот ловушка. Она будет светиться, если на нее триггернуть. Мы рано пришли. Давайте отойдем, ты не пойми. Подождем и просто еще раз. Пошли ко входу. Нет, мы идем внутрь здания еще. По плану. Под утро мы начали воплощать наш план в жизнь и полезли к пультам в центре атомщиков. Ой, у меня на камере зерно от радиации видно, по-моему. Темноту куда светишь? Смотри. Забей, это нормально. Я просто думал, радиация сильно выше должна была, чтобы такой эффект был. 420-380 скачки идут. 400, но не так уж и много. Нормально, терпимо. Там чисто, заходите. Не ссыте. Вы бы знали, как у меня сейчас очко играет. Уже на улице почти рассвело. Мы вообще со стороны зашли через какое-то левое вспомогательное здание. Ого, это серверная была. Смотрите, какой телефон. Закрытый. А дальше нас ждало величайшее разочарование. Что это такое? Смотри, чтобы стеналку не сорвать. Вот тут стоял пульт, обрати свое внимание. Экран интернета, вот это. То есть вот здесь был раньше пульт. Смотри, камера. Но она за пультом смотрела, это телекамера. А когда-то это помещение выглядело вот так. И ради этого мы сюда и ехали. Но теперь здесь лишь пустота и пыль. Ну, по этому очертанию полукруглому понятно, что здесь был пульт действительно, да. Это зал управления, но его, смотри, подчистую убрали. А вот эту штуку запилили досками, фанерой. И типа не наступать. Что с ним такого опасного, интересно, было, что его так заделали. Да, мы все-таки не сдаемся. Мы думаем, что пульт был не один, надо найти другой. Но через низ очень опасно, потому что там камера смотрит. Здесь не осталось уже вообще ничего от того пульта. Мне кажется, вот в это здание нам надо. Покажи. Вот, смотри, переход. Да, нам в это здание надо, скорее всего. 100%. Да. Потому что вход-то был там, как раз и камера висела там. Да. По идее должен быть переход. Вот, если вот эта дверь открыта, то все прекрасно. Давай проверим. Ну как не понял, с парковки видно нас. Тачка ей. Патрулька, скорее всего. Либо охрана станции. Еще раз попробовать. С первого блока
Второй этаж, просто разобраться. Мы не были здесь. Но мы здесь были на первом этаже. Тут все закрыто. На втором году. Вот, место, где ты перелазил, над нами. И чуть сзади. Вот здесь вот оно. То есть вот этот вот коридор со второго этажа, он вот сюда ведет. Короче, у входа стоит фотоловушка, но она смотрит наружу. Здесь она уже не берет. Наш последний шанс — это подняться вот сюда на второй этаж. Возможно, наша цель где-то здесь. Тоже выпилили. Здесь он был, но тоже выпилили. Здесь было еще одно последнее помещение, где должен стоять пульт. Мы поднимаемся по лестнице и... Нет. Мы опоздали. Пультов больше нет. Мы шли к сердцу зоны, а его безжалостно вырезали. Без какой-либо радиоактивной романтики и сантиментов. Все сняли. Здесь раньше стояли пульты. То есть несколько пультов. Мы прошли уже несколько корпусов, в том числе самые палевные. Вот она, эта дверь. Да. Так, теперь надо эвакуироваться. Да, к сожалению, так случается. Пультов нет. Этот пульт был в видосах у других блогеров. И поэтому, чтобы вот такие, как мы, залезли и сказали всем: ребята, больше нету. Эта миссия, к сожалению, пала на нас. Да, с охраной мы не застали, но мы здесь все-таки. Мы дошли. Так не хочется на такой ноте дурацкой заканчивать видос. Да, ситуация максимально неприятная. Мы пролетели почти половину земного шара, чтобы увидеть эти пульты. Чтобы прикоснуться к этой, пусть и мрачной, но странице истории. Мы хотели увидеть сердце японской зоны отчуждения, но выяснилось, что у нее больше нет сердца. Но мы не привыкли сдаваться и отчаиваться. Практически в эту же минуту у нас родился новый план, как это сделать. Мы решили идти в эпицентр катастрофы, попробовать подойти ближе всех к атомной станции. И дорога туда намного сложнее всего, что вы видели раньше. Придется делать очень большой крюк, чтобы обойти все это дело. Уперлись просто в дикий обрыв, по которому невозможно спуститься. Вот смотрите, какая высота. И, тут просто невозможно пройти. Поэтому очень сложно. Мы уже очень долго идем. Очень много идем. Дорога реально сложная. Пересеченка, зеленка, все подряд. Плюс еще палево, иногда с дикими подрывами от патрулей. Трэш. Там что-то написано на дереве. Вы входите в сверхопасную зону, да, видимо? Ну, фон начал повышаться, кстати. Норму в 10 раз. Самым сложным участком на нашем маршруте была река. Если перебегать дороги в красной зоне мы уже привыкли, то с водой дела обстоят сложнее. На всех автомобильных мостах через эту реку, ведущих к станции, стоят КПП. Но есть один железнодорожный мост. По нему мы пройти тоже не можем, потому что он действующий и там регулярно ходят поезда. А вот под ним как раз и есть наш сложный, но самый безопасный маршрут. Мы решаем для скрытности разбиться на небольшие группы и направляемся на другой берег к нашей цели. Ну все, удачи. Мы с Никитой пошли вперед, а парни из засады следили за обстановкой и высматривали патрули. Но в такой близости к АЭС сюрпризы поджидали и там. 2 машины поворачивают в сторону моста. Да они-то поехали, а полицию они все скорее уже вызвали. Ты думаешь? Ну да, они не будут останавливаться, рабочие. Ну все, мы идем, теперь наша очередь. Не, ну запрос, конечно, максимально палевный. Блин! Охренеть! Что это было? Ты цел? Это капкан. Все в порядке? Да. Но. А, так вот, наверное, походу. Но. Мне нужно освободиться как. Открути вот этот болтик, наверное. Вот этот, думаешь? Наверное, да. Я вообще не понимаю, что это за хрень. Это капкан. На кабана? Да. О!
Жопа. И теперь его надо расслабить. Ты заснял это все? Да! Это офигенно просто. Вы смотрите, ребят, что это? Пацаны, я попался просто на кабанью ловушку, вы представляете? Надо Смотри. уходить отсюда немедленно. Сейчас приедет Только сюда. смотри под ноги, вон еще один такой же. Да. Что там, глубоковато, да? Там что-то прям очень глубоковато. Просто тупо в никуда, в кусты прыгнуть надо. Трэш. Вообще трэш. Просто прыжок веры. Болото нахрен. Это просто жесть. Форсировать реки мне еще пока не приходилось. Чувствую, будет сложно. Но мы справимся, я уверен. Тем временем Толяныч решил не мочить ноги и, опасаясь утопить свою дорогую камеру со стабилизатором, убрал их в рюкзак и выбрал другой путь. Вот отсюда, в нужный нам участок красной зоны, можно попасть через железнодорожные пути. Вот только с обоих сторон они отгорожены забором, да и поезда ездят довольно часто. Но, тем не менее, это не помешало Толянычу оказаться в нужном месте. За нами перебрался Криосан, и замыкали преодоление реки Леха Кхен с Владом Урбаниксом. Самый сложный участок мы преодолели, но расслабляться было рано. Впереди была красная зона с максимальной концентрацией патрулей и ликвидаторов последствий катастрофы. И вот, спустя пару километров радиоактивных зарослей, мы услышали шум волн. Ребята, я уже слышу шум океана. Мы уже невероятно близки к самой станции. О! Вы просто на это посмотрите. Нас тут спалят, но мы уже у самой станции. Вот он, тот самый океан, куда из атомной станции после аварии сливали радиоактивную воду после взрыва. Сливали, да? Ну вот, сюда, да. Тут, наверное, фонит пипец. Не знаю, ну наверняка здесь фонит. Хотя, ну это океан. Это океан. Моргает, блин, у меня мурашки бегут. Слушай, но я там уже вижу камеры и забор с желто-красными табличками. То есть это как будто дорога прямо вот на саму станцию, буквально вот за этим холмом. Ребят, до нее просто рукой подать. Вот она. Настолько близко, по-моему, еще никто никогда не подходил. Знаете, здесь просто хочется сесть и насладиться величием этой техногенной катастрофы и самой станции. Мы это сделали. Мы сидим на берегу океана, в который сливали радиоактивную воду после катастрофы. И у меня в руках трещит дозик. Как-то так. Ну а дальше вы знаете. Для нас с Кхеном это путешествие закончилось, и на следующий день мы улетели домой. А парни остались исследовать красную зону дальше, где их повязала полиция. То, как это было, вы можете посмотреть в следующих сериях на их каналах. А то, как начинались наши приключения и как все было на самом деле, смотрите на моем втором канале Злой Кот Лайт. Все ссылки в описании. С вами был Кот. Пока.